Привет, друзья! В этом видео я покажу, как вместо своей неприглядной металлической полки в ванной я сделал простые, но очень красивые стильные полки из дерева. Это будет совсем короткое видео про очень простой проект. Я продолжаю наведение красоты и уюта в своей ванной комнате, и на очереди полки для хранения шампуней и гелей, а также декора. Для изготовления полок я буду использовать старые мебельные щиты, один из которых валялся на какой-то стройке, второй пролежал у меня на балконе несколько лет и потемнел от действия ультрафиолета. Надеюсь, мне удастся привести их в порядок и сделать одинаковыми по цвету и тону. Прикинул по размерам этих щитов, и из них получаются 3 полки глубиной 15 и шириной 60 см, что как раз мне подходит. Толщина щитов стандартная 18 мм. Распускаю щит по ширине, затем торцую их с помощью каретки, подгоняя в единый размер. Теперь зашпаклюю все неровности, отверстия и изъяны со всех сторон будущих полок. Пока шпаклевка сохнет, решил подумать, как эти полки будут крепиться. Сперва хотел сделать скрытые крепления из вот такого алюминиевого уголка размерами 10 на 10 и толщиной 1 мм, просто распилив уголок на несколько частей и просверлив крепежное отверстие. Но поискав в мастерской, нашел готовые латунные уголки, которые хорошо подходили по размеру. Решил не заморачиваться и использовать их, тем более что их оказалось как раз 9 штук, как мне и было надо. Старая полка была совсем неудобной, с нее постоянно все падало, к тому же она стала изрядно покрываться ржавчиной. Снимаю ее и размечаю места новых крепежных отверстий. Отверстия с дюбелями от старой полки идеально подходят для крепления новых. Оставлю их на том же месте. Сверлю остальные отверстия и вбиваю дюбеля. Тем временем шпаклевка полностью высохла и можно зашкурить полки. Для этого использую орбитальную шлифмашинку с грубой наждачкой. После зашкуривания текстура дерева преобразилась, стала более контрастной и выразительной. Вопроса о том, каким цветом будут эти полки, даже не стояло. В одном из прошлых видео я уже показывал изготовление вот такой столешницы под раковину из натурального дерева. А также упомянул корзину для белья и ящик для всяких мелочей, сделанные ранее. Все они были выполнены в единой цветовой гамме, которая мне очень нравится. Для создания такого цвета я использую морилку на водной основе цвета дуб. Покрываю ей полки с помощью обычной губки для посуды. После этого полкам необходимо полностью высохнуть. Покрытые морилкой, они пока имеют совершенно непрезентабельный вид, но после покрытия лаком все изменится. Пока они сохнут, смонтирую крепежные уголки. Для покрытия полок буду использовать лак Цапон, тот же, которым покрывал столешницу под раковину. За несколько месяцев эксплуатации покрытие столешницы выдержало все испытания. Ни вода, ни жидкое мыло не смогли хоть как-то повредить его или саму столешницу. У этого лака есть несколько огромных плюсов. Во-первых, он очень жидкий и проникает глубоко в поры древесины, надежно закупоривая их. Во-вторых, после полного высыхания он водо-, масло- и бензостойкий.
что обеспечивает изделие полной защитой. В-третьих, он очень быстро сохнет, и уже через несколько часов после нанесения последнего слоя изделием можно пользоваться. А вот что касается слоев, это единственный, но существенный минус. Для получения красивого и надежного покрытия у меня получается около 7 слоев на каждое изделие с межслойной сушкой в пару-тройку часов, что сильно усложняет процесс и растягивает его по времени. Но получаемый результат того стоит. Полуматовый блеск, яркая текстура дерева и невероятная защита, которая позволяет использовать натуральное дерево в крайне агрессивных условиях, в том числе и в таких влажных помещениях, как ванная комната, с постоянным контактом с водой. И для справки, это совсем не реклама. Производитель этого лака мне ничего не платит, я просто делюсь своим опытом, что для получения качественного покрытия не обязательно платить много. Полки готовы, и остается смонтировать их на свое место. Креплю с помощью коротких саморезов, предварительно засверливаясь. Покрытие настолько твердое, что ввернуть саморез на живую невозможно. Даже сверлению поддается крайне тяжело. Ну вот, полки на своем месте. Теперь можно разместить на них то, для чего они делались. Шампунь, гель для душа, зубные щетки и чистые полотенца. А следом добавляю декор. Я очень доволен результатом. Такие простые, но очень красивые элементы интерьера вдохновили меня на развитие этой темы. Буквально на прошлой неделе я приобрел фуговально-рейсмусовый станок, и теперь у меня есть все для изготовления мебельных щитов своими руками и создания из них оставшихся недостающих полок в ванную и другие помещения. Покажу свое приобретение и этот процесс в одном из следующих видео. А на этом у меня на сегодня все. Я благодарю вас за просмотр, увидимся в следующих видео.